США и Иран еще изображают, что ведут переговоры. Но министр войны Пит Хексет уже намекает на приказ Трампа. Трампа кинули артисты. Никто не захотел петь на вечеринке после боев без правил в честь дня рождения Трампа под видом юбилея независимости США. Политический кризис в Турции. Лидеры не могут поделить оппозицию с подачи Эрдогана. Пыльная буря в Индии. И это только начало. Лето вам точно не понравится. Экстремальная жара, засухи, ливни и наводнения. Это все Эль-Ниньо. Расскажем, что общего у погодного явления со всадником апокалипсиса. Пари Сен-Жермен. Чемпион. Повод похулиганить в Париже. Полиция была наготове. Плохой знак, флаг Испании упал во время военного парада на глазах у короля. А в Италии лошади взбунтовались на репетиции Дня Республики. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Переговоры между США и Ираном о прекращении конфликта в Персидском заливе продолжаются. Однако стороны все еще далеки от окончательного соглашения. Дональд Трамп публично потребовал от Тегерана отказаться от ядерного оружия, полностью открыть Ормузский пролив и убрать морские мины, установленные после начала войны. Взамен Вашингтон готов обсуждать снятие морской блокады иранских портов. Иранская реакция остается жесткой. Советник верховного лидера Мохсен Резаи обвинил Трампа в предательстве дипломатии и заявил, что США снова выдвигают ультиматумы вместо компромиссов. Тем не менее, контакты продолжаются. На фоне переговоров резко усилилась военная риторика. Министр обороны США Пит Хексет заявил на форуме Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что американская армия полностью готова возобновить боевые действия в регионе. Итак, Иран очень четко знает, каковы наши ожидания, и задача переговорной команды — добиться результата. Они движутся в нашем направлении. Переговоры были продуктивными. Думаю, они понимают, к чему все должно прийти. И я совершенно уверен, что с нашим президентом, который заключает только отличные сделки, в конечном итоге получится то, что он с гордостью сможет защищать. Соглашение, гарантирующее, что Иран, который, как все понимают, не должен иметь ядерное оружие, никогда его не получит. В конечном итоге, как я уже сказал, президент согласится только на такую сделку, которую он будет считать действительно выгодной для нашей страны и для безопасности всего мира. Я имею в виду, что сейчас мы сосредоточены на том, чтобы быть готовыми и иметь все возможности для повторного вмешательства, если это понадобится. Это переговоры с очень высокими ставками, и их ведет лучший переговорщик в мире. Иран, возможно, не хочет отказываться от своих ядерных амбиций, но мы считаем, что за столом переговоров они смогут и со временем откажутся от них при наличии правильного набора стимулов. Но самый мощный стимул — это те возможности, которые у нас сейчас там есть и против которых они в конечном счете не способны реально защититься. Так что это решение будущего, которое президент будет принимать в зависимости от того, чем все закончится. Но я уверен, что он добьется сделки, которая отвечает интересам американского народа. Это заявление прозвучало после новых инцидентов в регионе. Власти Омана сообщили об обнаружении подозрительного объекта, похожего на морскую мину, в территориальных водах у Ормузского пролива. В США под угрозой оказался один из главных проектов празднования 250-летия независимости страны. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены концертной серии Freedom 250 в Вашингтоне после того, как сразу несколько артистов отказались от участия. Вместо концертов президент предлагает провести масштабный митинг «America is back» и лично выступить перед публикой. Трамп написал, что собирает аудитории больше, чем Элвис Пресли в лучшие годы. Я понимаю, что у артистов начался мандраж из-за их выступления в среду. Поэтому я подумываю привести главную звезду во всем мире, человека, который собирает аудиторию гораздо больше, чем Элвис Пресли в лучшие годы, и делает это без гитары, человека, который любит нашу страну больше всех остальных, и человека, которого некоторые называют величайшим президентом в истории. Наивеличайшим. Дональда Джей Трампа, чтобы заменить этих высокооплачиваемых третьесортных артистов и выступить с большой речью, вдохновляя страну двигаться вперед так, как я делал это все время, с тех пор, как стал президентом. 2 года назад Соединенные Штаты были мертвы. Теперь у нас самая горячая страна во всем в мире. Мне не нужны так называемые артисты, которым платят слишком много денег и которые еще недовольны. Я хочу быть окружен только счастливыми людьми, умными людьми, успешными людьми и людьми, которые умеют побеждать. Поэтому настоящим сообщением в Truth я поручаю своим представителям изучить возможность проведения митинга «America is back» в среду, в Вашингтоне, округ Колумбия, в то же время, в том же месте. Приглашаются только великие патриоты. Это будет бурный и прекрасный праздник Америки. Президент Дональд Джей Трамп. Поводом для этого заявления Трампа стала волна отказов музыкантов. От выступлений уже отказались Брэд Майклс из группы Poison, The Commodores,
Мартина Макбрайт, Янг МС, Моррис Дэй и The Time, а также участники, связанные с проектом «Мили Ванили». Многие артисты заявили американским СМИ, что изначально им представляли мероприятие как неполитический национальный праздник. Однако позже оно стало ассоциироваться с Трампом и его политической повесткой. По данным Reuters, Associated Press и The Washington Post, организаторы Freedom 250 пытаются сохранить программу. Однако уже сейчас значительная часть первоначального плана мероприятий фактически распалась. Папа Римский Лев XIV предупредил о новой форме бедности в цифровую эпоху, утрате внутреннего смысла и жизненных ориентиров. По словам папы, несмотря на развитие технологий, все больше молодых людей сталкиваются с тревогой, одиночеством и потерей смысла жизни. Понтифик отдельно затронул проблему цифровой зависимости. Он заявил, что недостаточно просто подключить молодежь к интернету и социальным сетям, если люди остаются оторваны от самих себя и реальных человеческих отношений. Папа призвал вновь учиться тишине, размышлению и поиску смысла. Лев XIV также отметил, что технологии должны помогать человеку, а не заменять внутреннюю жизнь. По его словам, школы, университеты, семьи и СМИ должны совместно формировать новое поколение, способное не только пользоваться технологиями, но и понимать, ради чего жить. Даже в это время напряженности и конфликта мир становится возможным, когда мы готовы услышать крик тех, кто его лишен. Невинных детей, измученных матерей и отцов, подвергающихся жестокому обращению заключенных, беженцев и людей любого возраста, которые страдают. У всех у них на устах только одно слово — мир. Крик невинных больше не должен звучать в наших городах. Никто не должен быть вынужден бежать из собственного дома из-за угрозы бомб. Жажда власти и насилия слов уступят место стремлению к справедливости и истине. Тем не менее, каждый может и должен внести свой вклад, начиная с небольших, но важных вещей, воздерживаясь от любых форм словесного или физического насилия в повседневной жизни, а также в социальных сетях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о возможности массированного удара России по Украине остается актуальной. Он заверил, что украинские ПВО, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в состоянии максимально возможной готовности, учитывая поставки. Информация разведки о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Верить в то, что кто-то там в Москве одумается, нет. Обязательно берегите жизнь. Реагируйте на воздушные тревоги. Были поражения российских войск, Ту-142. Также поражена установка «Искандер». Были попадания и по нефтяным объектам. Вооруженные силы Украины по Ростовской области, Служба безопасности Украины по Краснодарскому краю. Это действительно влияет на российский потенциал агрессии. И Россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны. Мы стараемся активизировать все каналы коммуникации с Соединенными Штатами Америки. Мы рассчитываем, что будут визиты и будут переговоры на уровне команд постоянно. Мы общаемся по этому поводу. Нужно продолжать обмены. Именно при посредничестве Америки мы договорились о формате 1000 на 1000. Нужно все это реализовать. Будут новые переговоры и в Европе, и мы сейчас к ним готовимся. В Турции политический кризис вокруг крупнейшей оппозиционной партии выходит на новый уровень. Отстраненный лидер Республиканской народной партии Озгюр Азель собрал в Анкаре многотысячный митинг, показав, что сохраняет контроль над значительной частью оппозиционного электората, даже после решения суда о его смещении. По оценкам турецких оппозиционных СМИ и агентства «Анка», на улицы столицы вышли десятки тысяч человек. После митинга Азель возглавил марш к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции и символа кемалистской оппозиции. Поводом для кризиса стало решение суда аннулировать результаты партийного съезда Республиканской народной партии 2023 года, на котором Азель сменил Кемаля Кылычдароглу. Формально это возвращает Кылычдароглу на пост главы партии. Азель назвал происходящее судебным переворотом и обвинил власти Реджепа Таyyипа Эрдогана в попытке расколоть оппозицию перед будущими выборами. На митинге звучали лозунги «Лидер Озгюр» и «Предатель Кемаль», что показало глубину раскола внутри самой CHP. Этот вопрос не является внутренним делом Республиканской народной партии.
Это не вопрос Азгюра Азеля или Кемаля Кылычдароглу. Это вопрос между Эрдоганом и страной. Мы будем очищены от взяточников и воров. Сначала будет очищена Республиканская народная партия, а затем и Турция. Ситуация особенно важна для Эрдогана, который правит Турцией уже более 20 лет. После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного потенциального соперника президента, именно Республиканская народная партия остается центром турецкой оппозиции. Политические аналитики в турецких и европейских СМИ отмечают, внутренний кризис партии может серьезно ослабить позиции противников Эрдогана. Сам Кылычдароглу впервые после решения суда приехал в штаб-квартиру партии и пообещал очистить CHP от коррупции, намекая на расследование против муниципалитетов, контролируемых оппозицией. Азели и его сторонники считают эти дела политически мотивированными. На стороне Азеля выступил и мэр Анкары Мансур Яваш, один из самых популярных оппозиционных политиков Турции. Он потребовал срочного проведения нового партийного съезда. Кылычдароглу согласился с необходимостью съезда, но сроки называть не стал. На северо-западе Индии мощная песчаная буря накрыла штат Раджастан. Сильнее всего пострадали города Биканер, Чуру и Шри-Ганганагар, где видимость местами упала практически до нуля. Улицы заволокло плотными облаками песка, движение транспорта было затруднено, а в некоторых районах произошли перебои с электроснабжением. По данным Индийского метеорологического департамента, буря стала частью масштабного погодного фронта, который охватил север страны. Власти выпустили предупреждения о грозах, молниях, шквалистом ветре и новых пыльных бурях как минимум до начала следующей недели. Индийские СМИ сообщают, что непогода пришла сразу после продолжительной волны жары. В последние дни температура в отдельных районах Раджастана превышала 45 градусов, однако пыльные бури, облачность и осадки привели к заметному похолоданию. По информации India Today, нынешняя буря связана с редким одновременным влиянием нескольких атмосферных систем над севером Индии, включая западное возмущение и предмуссонные процессы. Синоптики предупреждают о возможности новых сильных ветров, ливней и даже града. Для Индии такие явления характерны в преддверии летнего муссона. Однако в этом году экстремальная погода наблюдается особенно часто. Только 2 недели назад серия пыльных бурь, ливней и ударов молний на севере страны привела к гибели почти 100 человек. Сейчас экстренные службы и местные власти рекомендуют жителям оставаться дома, ограничить поездки и внимательно следить за новыми предупреждениями метеорологов. Мир может войти в один из самых опасных климатических циклов за последние десятилетия. Ученые предупреждают о формировании супер-Эль-Ниньо, экстремальной фазы глобального погодного феномена, который способен вызвать рекордную жару, засухи, пожары, перебои с продовольствием и энергетические кризисы сразу в нескольких регионах планеты. Национальная погодная служба США оценивает вероятность формирования Эль-Ниньо 80 до 90%. По прогнозам, активная фаза начнется летом 2026 года и может продлиться до начала 2027. Эль-Ниньо — это климатическое явление глобального масштаба, которое возникает каждые несколько лет. По сути, это область повышенной температуры поверхности моря в центральной части Тихого океана, простирающаяся к восточной части Тихого океана в сторону Южной Америки. Такая картина теплых температур поверхности океана влияет на местную погоду, как правило, вызывая более теплые условия по всему миру. Эль-Ниньо является частью циклического климатического эффекта, который включает Ла-Ниньо, более холодную температуру поверхности моря в центральной и восточной части Тихого океана, и она связана с более низкой общей глобальной температурой. Есть нейтральная фаза, а затем Эль-Ниньо, с этими более высокими температурами над Тихим океаном, связанными с более высокими глобальными температурами. Эль-Ниньо важен, потому что он влияет на локальные погодные условия. А локальная погода означает, идет дождь или нет, насколько сильны осадки, жарко или холодно, насколько сильна жара или холод. И влияние Эль-Ниньо будет отражаться на погоде во многих разных частях мира, и это может стать разницей между успешным производством продовольствия и гибелью урожая, а также между тем, столкнутся ли люди с наводнениями или экстремальной жарой, либо не столкнутся. Так что это чрезвычайно важный фактор глобальных погодных моделей. Климатологи опасаются сценария супер-Эль-Ниньо при потеплении более чем на 2 градуса. Но сейчас в отдельных районах океана аномалия уже приближается к 3 градусам. Американское управление океанических и атмосферных исследований сравнивает Эль-Ниньо с гигантским ударом в колокол. Колебания в Тихом океане вызывают цепную реакцию по всей атмосфере Земли.
Верно. Самое важное — это долгосрочные тенденции. С 19 века мы повысили температуру планеты примерно на 1,5 градуса Цельсия, а это уже половина пути к плеоцену. Плеоцен — это период, который длился 3 миллиона лет. Это был последний раз, когда было действительно весьма жарко, и всего на 3 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальную эпоху. Так что мы на полпути. Но теперь речь идет не о миллионах лет, а о 150 годах. Сейчас это явление стало достаточно масштабным, чтобы мы видели этот сигнал не только в глобальном, континентальном или региональном масштабе, но и в местных СМИ, на метеостанциях, где живут люди. Мы видим последствия изменения климата в виде экстремальной жары, экстремальных ливней, повышения уровня моря и штормовых нагонов. Если вы находитесь в прибрежной зоне, мы видим это в виде лесных пожаров. И теперь уже невозможно просто сказать: «О, это всего лишь то, о чем беспокоятся ученые». Это не затрагивает обычных людей. Это реально касается всех обычных людей. Это затрагивает всех и по всему миру. Последствия ощущаются за тысячи километров, от Азии и Европы до Южной Америки. Ученые уже фиксируют первые признаки глобального климатического удара. С начала года в мире выгорело более 150 миллионов гектаров земли. Это рекорд за всю историю наблюдений. Особенно тяжелая ситуация в Африке и Азии, где пожары усиливаются из-за резкого перехода от влажной погоды к экстремальной засухе. The New York Times проводит тревожные параллели с катастрофическим Эль-Ниньо 1877-78 годов, самым разрушительным в истории. Тогда засухи и неурожаи привели к глобальному голоду, от которого, по оценкам историков, погибли более 50 миллионов человек в Индии, Китае, Бразилии и Африке. Эль-Ниньо случался на протяжении всей истории человечества. И Эль-Ниньо действительно повышает вероятность определенных видов экстремальной погоды. Например, засух, сильных ливней в других регионах, экстремальных температур. Мы всегда сталкивались с такими экстремальными явлениями, связанными с Эль-Ниньо. Разница сегодня заключается в том, что из-за изменения климата мы уже перешли в новую климатическую реальность. И поэтому экстремальный год Эль-Ниньо плюс изменение климата означают, что вероятность беспрецедентных погодных явлений становится гораздо выше, чем при одном только Эль-Ниньо до эпохи изменения климата. Мы не знаем, меняется ли сама схема Эль-Ниньо, Ла-Нинья по мере изменения климата. Но мы знаем, что если происходит Эль-Ниньо, то изменение климата делает погодные условия, которые обычно сопровождают Эль-Ниньо, более экстремальными. Во многих случаях это касается жары, экстремальных осадков и засух по сравнению с тем, какими они были исторически. В Европе климатологи ждут аномально жаркое и сухое лето. По прогнозам Copernicus и Climate Impact Company, температура во многих регионах превысит норму на несколько градусов. А в августе возможны волны жары свыше 35 градусов. Особенно во Франции, Восточной Европе и Средиземноморье. Россия, по оценкам синоптиков, столкнется с крайне нестабильной погодой. В европейской части страны июнь может стать одним из самых жарких за последние 200 лет, с превышением нормы на 4-5 градусов. На юге ожидаются засуха и жара до плюс 35, в Сибири – аномальное потепление, а на Дальнем Востоке – штормы и сильные грозы. В США уже весной фиксировались рекордные температуры в Аризоне и Калифорнии – до 44 градусов. Летом синоптики прогнозируют сочетание экстремальной жары, засух и разрушительных ливней. Особую тревогу вызывает Азия. В Индии впервые за несколько лет прогнозируют слабый сезон муссонов, что может ударить по мировому рынку риса и сахара. В Китае уже предупреждают о рисках плохого урожая и нехватки воды. А он в своем последнем докладе предупреждает: более миллиарда человек могут оказаться под угрозой из-за экстремальной жары. Повышается смертность, растет нагрузка на электросети, ухудшается качество воздуха, увеличиваются риски перебоев с электричеством и глобального продовольственного кризиса. Главная проблема в том, что нынешний супер Эль-Ниньо может не закончиться этим летом. Ученые считают, что его последствия будут ощущаться весь 2026 и значительную часть 2027 года. И именно следующий год рискует стать самым жарким в истории человечества. В Германии усиливается конфликт вокруг энергетической политики правительства. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия тысячи климатических активистов провели акцию протеста у электростанции Герштайнверк, выстроившись в форме гигантской ветряной турбины. Акция прошла под лозунгом «Будущее, а не газ». По данным полиции, участие приняли около 3000 человек,
Организаторы заявляют о 5000 протестующих. Главной причиной недовольства стали планы вернуть станцию в эксплуатацию уже как газовую электростанцию после закрытия угольного блока. Активисты считают, что это подрывает климатические цели Германии и означает фактический отход от прежней стратегии быстрого отказа от ископаемого топлива. Лично я против, потому что на кону наше будущее. А политика, которую проводит госпожа Райхе, по сути отрицает изменение климата. Лично для меня это неконституционно, потому что решение Конституционного суда по климату фактически противоречит этому. Нам на самом деле нужно не больше ископаемого топлива, а меньше. Я здесь, потому что это очень важный для меня вопрос. Я действительно считаю климатическую политику немецкого правительства в настоящее время очень тревожной, особенно когда слышу о климатических мерах, предложенных Катариной Райхе. Я считаю, что это совершенно неприемлемо, и поэтому я считаю очень важным дать четкий сигнал. Нет, мы с этим не согласны. Основной удар критики пришелся по министру экономики Катерине Райхе. Она выступает за расширение газовой инфраструктуры, увеличение внутренней добычи газа и строительство новых газовых электростанций. По ее словам, Германия должна провести проверку реальностью своей энергетической политики после энергетического кризиса последних лет. После отказа от российского газа и закрытия атомных станций Германия столкнулась с ростом цен на электроэнергию и проблемами для промышленности. В Берлине все чаще говорят о том, что исключительно возобновляемые источники пока не способны гарантировать стабильное энергоснабжение крупнейшей экономики Европы. Однако экологические организации обвиняют правительство в попытке заменить одну зависимость другой. По данным европейских СМИ, включая Der Spiegel и Deutsche Welle, климатическое движение опасается, что Германия начинает постепенно пересматривать собственный курс Energiewende, масштабного перехода к зеленой энергетике. Париж этой ночью превратился в одну огромную фан-зону. Болельщики Пари Сен-Жермен массово вышли на улицы после победы клуба над лондонским Арсеналом в финале Лиги чемпионов. Матч в Будапеште завершился драматичной серией пенальти, где ПСЖ защитил титул сильнейшего клуба Европы. Тысячи людей собрались у стадиона Парк де Пренс, на Елисейских полях и возле Эйфелевой башни. В небо взлетели фейерверки, улицы заполнили автомобильные сигналы, клубные флаги и дымовые шашки. Кадры из социальных сетей показывают, как фанаты ПСЖ взрываются овациями после каждого гола и решающего пенальти, а болельщики Арсенала в Будапеште и Лондоне до последнего поддерживали команду, которая впервые за многие годы была в шаге от главного европейского трофея. Однако празднования сопровождались и напряженностью. Французская полиция заранее мобилизовала тысячи сотрудников, опасаясь беспорядков после предыдущих массовых акций фанатов ПСЖ. В отдельных районах Парижа произошли столкновения с полицией, применялся слезоточивый газ, сообщалось о задержаниях и попытках прорыва через полицейские кордоны возле мест массового просмотра матча. Десятки тысяч болельщиков вышли на улицы французской столицы. Однако часть празднований быстро переросла в беспорядки. В центре Парижа фанаты жгли фаеры и мусорные баки, перекрывали улицы и вступали в столкновения с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы возле Елисейских полей и стадиона Парк де Пренс. Французские телеканалы BFM TV и France Info отмечают, что власти опасались повторения прошлогодних беспорядков после побед ПСЖ в Еврокубках. Поэтому меры безопасности в столице были беспрецедентными. Несмотря на отдельные инциденты, основная часть ночи прошла под знаком масштабного празднования второй подряд победы парижского клуба в Лиге чемпионов. Во время празднования Дня вооруженных сил Испании в испанском Виго случился редкий инцидент. Государственный флаг Испании сорвался с флагштока прямо во время торжественной церемонии. Все произошло на глазах у короля Филиппа VI и принцессы Леонор, которая впервые участвовала в мероприятии в качестве военнослужащей после нескольких лет подготовки в армии. Несмотря на инцидент, церемония не была прервана. Военные оперативно подняли резервное знамя гвардии короля, а сам Филипп VI лично контролировал продолжение мероприятия. Сам парад в Виго тоже оказался непростым для организаторов. Из-за плохой погоды пришлось отменить воздушную часть программы, включая традиционный парашютный спуск с огромным государственным флагом. Тем не менее, в мероприятии приняли участие около 3700 военнослужащих, более сотни единиц техники и десятки самолетов и вертолетов. В Риме сразу несколько лошадей вырвались из-под контроля и помчались по улицам города после того, как во время репетиции парада ко Дню Республики прогремели фейерверки. Инцидент произошел рядом с районом Терм-Каракалы, где традиционно проходят военные приготовления к празднику 2 июня. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как перепуганные животные галопом несутся по проезжей части среди автомобилей и мотоциклов. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал, однако несколько улиц пришлось временно перекрыть. Парад 2 июня – одно из главных государственных мероприятий Италии. В нем ежегодно участвуют тысячи военнослужащих, авиация, кавалерия
и первые лица государства, включая президента Серджио Маттареллу и премьер-министра Джорджо Мелони.